Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Поговорим сегодня про проект, который называется Gunfire. Кто помнит, друзья, был такая игра, точнее и остается, Step Hero, на которую мы делали обзор, были лутбоксы, и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Подписываемся, ставим лайки. Да, проект не смог запустить свою игру, а запускает уже вторую. Что интересно. Да, и как бы мы в этот проект уже немножко тоже разочаровались. Особо он ничего не принес, но у нас там лежит герои застейканы, и вот тот, кто не вышел из проекта, тому прилетел такой, можно сказать, airdrop, ништяки, да. Вот нам дали сундуки, у нас 9 сундуков вот этого, Silver Equipment Chest и золотых 1. Так, давай вскрывать. Так, вкратце расскажу, друзья. Step Hero проект, который лично мне очень сильно понравился, потому что у него дарк стилистика была. Были продажи лутбоксов в нескольких эквивалентах. В итоге купили. Это потом мы застейкали, фармили их токен, по-моему, Hero называется. И, в принципе, больше про проект было сказать нечего. Обещали они вроде как до конца этого года запуститься, но что-то пока нет. Там был где-то закрытый бета-тест, на который мы не попали. И вот они анонсировали новый проект Gunfire, мультивселенная, что сейчас очень модно. И как раз-таки, кто не продал, у кого остались хоть какие-то активы, были насыпаны сундуки в новый проект, что, естественно, игра является плюсом. Поэтому давайте смотреть, пока выпал, как я вижу, как всегда, какой-то супер шлак, камонки. Ну да. Хотя бы мы хотим попробовать, надо эту NFT, хотя на самом деле она не совсем NFT, по крайней мере на кошельке ее не видно. Это нас тоже очень печалит. Проект говорит одно, а по блокчейну на самом деле да, у них как-то что. Пока блокчейн как-то у них около. Ну, будем смотреть, не знаю, как все это выйдет. Да, пока как бы вроде интересно, но с другой стороны хочется и блокчейн, потому что и в такие игры, похоже, мы можем поиграть где-то и в другом месте. Сейчас подкрываем все сундуки и зайдем уже в саму игру. То есть я там немножко зашел, буквально там на пару минут, покликать, посмотреть. Еще скажем, что в игре Gunfire лучшим игрокам будет приз. То есть, кто далеко пройдет, может рассчитывать на призы. Естественно, можете почитать статью, да, вообще, кто получил аэродроп. Поэтому здесь 20 лучших ганнеров получат дополнительно вот токены игры. Ну и кто знает... Степы написали. Странно. Ну, еще стоит отметить, обычно кто тестирует, иногда могут еще и так насыпать. То есть лучшим игрокам обычно кто тестирует, может что-то тоже получить, да, наподобие Gods Unchained из таких примеров. Поэтому, друзья, можете покликать, то есть, в принципе, почему нет. Маркет, кстати, уже работает, можно что-то здесь продавать, но, понятное дело, цены пока не самые топовые, потому что ажиотажа, я думаю, в проекте пока, естественно, нет. Так, ты все открыл, да? 2 Hero, смотри, $1. Там, открыть сундук стоит столько же, сколько. Ну, транза, да, сейчас там уже как бы кусает. Да, там вроде сами герои должны быть. А у нас нет, да, сундука героев? Из-за них не пустят. Да, нам вроде из-за того, что у нас есть допуск, то есть из-за того, вроде это как само собой разумеющееся, что у нас герой главный. То есть вот пока не ясно, тут как-то все мыльно, мало конкретики. И дали тест, будем кликать. Извините, что там капитально не разобрались сильно. Да. Давай, нам больше интересна сама игра. Давай, показывай экран. Так, поехали. А ты все, да, сундуки скрыл? Нет. Ну, пофиг. Да, там они комонки какие-то. Ты открой этот золотой сундук, может там какой-то топ. Золотой я открыл, вот золотого была зеленка вот это. А, да? Понятно, я думал, там это так выпало. Думал, там будет топ. А у нас, как всегда. Ну, значит, в другом месте повезет. Ну, видите, друзья, это симуляторы. Я буквально тут покликал пару минут, настроил управление в эмуляторе. Сейчас он будет рассказывать, как что делать. Но у нас уже настроено, то есть, чтобы бегать именно на клавишах. На блюстаке это сделать довольно-таки просто. Поэтому здесь стрельба идет автострельба. Главное тут просто прыгать, уворачиваться. Ну, по крайней мере, пока. Как это будет дальше, сейчас будем тестировать. Интересно, то, что я сейчас броню занес, где она вообще? Может, там настройки посмотри? Да, мне кажется, это до первого рипа. Как мы сейчас умрем, наверное, там будет какая-то настройка где-то чего-то. Сейчас как бы... Сейчас просто идет обучение, грубо говоря.
В настройках, в описании на медиуме стояло, что вывод инфити возможен только тогда, когда вы пройдете 5-ю точку. Я не знаю, либо точку, либо мир. Combat Medic. Кстати, тут когда проходим, открываются дополнительно тут всякие бонусы. Они, кстати, разные. В прошлый раз я до этой точки дошел, там что-то увеличение урона было. То есть наша как бы здесь задача, опа, тут пушка выпала, в прошлый раз броня выпала. Так, манцы пошли. Зап Кэннон. Ты вот того прямо, который убиваю, он. Да я тут... Он стреляет вручь сам. Если бы мог, я бы стрелял. Я в этом. Теперь до меня нашел. Он ближнего как-то стреляет. Ага. Так, подобрали какое-то оружие, но видите, не знаю. Пока взять мы его не можем. Как это вообще жанр? Аркада, да, какая-нибудь, я не знаю. Как будто старые, как будто такие Супер там... Марио какой-то, да? Дендевские, как Контра, скорее. Помните, кто помнит Контру, друзья? Опа, рулетка пошла. Так, ХП атака какая-то. Это, наверное, типа, чем меньше ХП, больше атака, наверное. Что-то из, наверное, не, просто повысили максимальную ХП немножко. Да, в прошлый раз у тебя тут как-то выстрелы получше были. В прошлый раз побольше урона, помню, напрокало. Да, то есть оно быстрее у тебя было еще. Ну, это как рогалик, наверное, можно сказать, даже. О, вот это неплохо. Как от них уворачиваться? Он такой же, как ты, лазер, да? Так, хилка есть. Надо что-то крутое тут дропать. Спайдер что-то. Скорость, походу. Ну, видите, тут анкомонки. Я так понимаю. У меня в прошлый раз тут двойной выстрел уже был в этом моменте. Что ты не взял паучье чутье? Наверное, уворачивался бы от всяких. Ну, не знаю. Как-то, мне кажется, больше атаку набрать. Быстрее убивать будешь. Быстрее пройдешь куда-то. Тоже верно. Да, но урона вообще мало. Я знаю, что в таких играх я обычно рукожоплю. Тяжело мне даются игры, где надо прям раскликиваться, распрыгиваться. Вот единственное, конечно, минус то, что самому стрелять нельзя. Хотя, может, плюс это минус, фиг знает. То есть, ну, вот такое. Ого, дабл. Так, ну давай, наверное, двойной выстрел хотя бы быстрее будет. Больше урона, Там скорость атаки была тоже. Так, уровень 4 у нас. Ну, я не знаю, тут статы, наверное, какие-то качаются, фиг знает. Да. Еще тестили сегодня игрушку, которая космическая. Если кому интересно, пишите. Можем записать. Вот там совсем другой уровень, конечно. Ну, а что тебе этот уровень не нравится? А что, аркад еще не было, кстати, нет? Никто не делал. Ну да. Такие, типа, как реально старого образца. Блин, тут... Ну да, здесь можно зайти, покликать, расслабиться полчаса, да, там. Может, какой-то токен залутать или инфитит, почему и нет. Так, это пробивание. Пробивное. Или ХП нет только. Вот что-то насыпали, видишь? Вот это, я не знаю. Или это бонус ангела какой-то вот это идет. Сейчас посмотрим, кстати. Так, ну урон, наверное. Не знаю. Или это токен какой-то. Ну хотя не похоже, там же токены какие были. Вот. Вот у тебя уже дробовик. О, ты видел? Стрелял и это. Да. А вот, смотри, receive wood. Там прикол в том, что я, короче, убил. А вот, это мозаика. То есть наберем какое-то количество, получим такой инфити. Но вы видели сами, сколько стоит. Ни хрена. Это, по-моему, степ. Это, по-моему, степ токен. Вот это? А может быть. А посмотри, кстати, как он выглядит. Мечик там. Нет. Вроде так, да, был. Это получается 17 центов или что? Ну вот энка какая-то. Level up. Ну вот, кстати, можно посмотреть. У нас вот есть энергия, есть токен, да? Количество энергии, то есть это количество ранов. А есть таланты. Таланты, апгрейд таланты, кстати. Это прикольно. То есть, если апгрейживать за токен, а это за токен делается, то это круто. Вот, вот, еще посмотри, вот Ауди, да. О, вот они, персы. Вот они, персы. Открывается броня, добавляй себе броню. Зеленую. Она есть у меня, походу. Эквип. Не, нифига, мне не было. Это какие-то материалы, да. Это я вот эту тебе перчатку засунул, это материал, окей. Ты мне пушку засунул. Я какую-то херню засунул там. Так, ну, чё, не знаю, выглядит, в принципе,
Кстати, Давай похож. еще разок попробуй пройти. Давай, думаешь, давай. Попробуем. может, Marketplace, таланты. Ну давай сейчас прям, наверное, пушку. вот энергия, да, 5 энергии. Да. Не, ну прикольно, не знаю. Вот, честно говоря, аркады, как бы, позалипать, интересная тема. Ну, лично мне, не знаю, кому как уже дальше там, да, сами, как всегда, думайте. Кому-то, может, и не нравятся аркады. Но как-то просто в таких играх не хватает, именно в блокчейн-играх не хватает каких-то таких больше подскилл, где понятно, что тут будет решать там броня какая-то, там оружие, которое у тебя есть стартовое, то есть это будет от этого проще, где там выстрел будет не на 153, там, а сразу будет шотать. Но игры под скилл это всегда интересно. Армор, Evasion Rush какой-то, не знаю, что это такое. Это когда мало хп, я так понимаю, что он может сам задоджить какой-то выстрел. Да, повышается шанс доджа. Не знаю, напишите, кстати, как вам такие игры вообще. Скучали там по контре? Или нет? Я помню, была на Сеге какая-то игра, там вдвоем можно было бегать, и там вот это тоже автовыстрелы были с автоматов. Там был, по-моему, один перс был с такой винтовкой, а второй был с двумя пистолетами какой-то. Помню. Отражение, сайт были, слоу, проектил. Ты видел, что под цвет идет какой-то, типа, получается, наверное, грейды? То есть есть вот какие-то сильные перк, да? А есть белые, наверное, коммонки. Combat Medic. Ну давай увеличим хп наш. То есть хп это как одна... Combat Medic, наверное, от Хилл был прям в бою. Ну это был бы имбово, наверное, нет? Вот уже намного проще в этом ране, да? Ну ты видишь, это как рогалик тоже. Друзья, помните рогалики, где там какие-то перки начали прокают крутые, как бы, и намного проще проходить. Ну, система рогалик тут как бы немножко ощущается, по крайней мере, сейчас. Это как будто бы сложнее стало. Вроде здесь один летал, теперь двое. Не, там тоже двое, по-моему, было. Блин, как фокус? Или, по-моему, навел я фокус. Не, вроде навел, кстати. Может, мышкой ты должен туда. Наведи на Combat Medic, нажми. Triple Jump есть. Ну, Triple Jump, кстати, это такое. Что навести? Заместную выстрелом противников. Ну, на перк навести, посмотреть, что. Ну, вроде как не выбираю. Не, он как-то ближнего, что ли, выбирает сам. Ну, крест. Не, ну крест, да, он просто показывает, кого он будет атаковать. А сам я не могу, такое ощущение, что... Ну, по идее, может, если на мобилке, может, тапом каким-то. Опасные снайпера, да? Ну, так. Ну, кстати, единственное, что миссии, да, монстры одни и те же, походу. Что это такое, не знаю. Снизу выстрел мощнее, что ли, меня это понимаю? Делаешь больше дамага, когда меньше жизни. Только вопрос, противника или у тебя? У тебя, наверное. Я так смотрю, у тебя, видишь, когда ты жизни не теряешь, лутаешь сердце, у тебя, наоборот, уровень прокачивается. А там, мне кажется, уровень там от этого... От пройденных этажей? Наверное. Возможно. Что-то пока мозаики не дали. Токен дали. Интересно, токен дают это за 30 миссий, кстати. 30 этажей. Да. Опа. Еще потом, может быть, следующий будет. Ну, мир. Так, мир. Ну, следующий. Ну, я понял, да. Опа. В джунглях. Мапа. Вот у Hero другой логотип. Просто понять, сколько это? Сколько насыпали, да? $1 это или сколько? Дороже вывести будет. Ну, пока, да, ну, скорее всего, пока да. Да, это похоже по логотипу, что это Step Hero Soul. Ну, то есть сам степ, ему сейчас 4 цента цена, 4,5. Топовый заработок. Ну, как бы... Сам знаешь, пока проект не наберет хайп, там везде заработки такие. Ну да. Сейчас 30 уровней пройдешь, может там и 1000. Лего выпадет, и на видосе там $1000 там за 10 минут, да? И сразу проект взрывается. Да. Ну да, да. Так, ну времени, кстати, много, если проходить, времени так. Времени много это будет занимать. Да сколько мы еще прошли уже, интересно? 15, половину только, да, мы прошли? Угу. Это ран полчаса, наверное, будет. Так, берем ХП. ХП на ХП, кстати, да, это неплохо.
Опа. Тут есть хоть какой-то экшен, есть смысл вообще записывать. Не, ну это прикольно так на стриме разнообразие. поиграть. Ну, такие игры, понятно, что как бы не всем нравится такой план. Но это Да. хотя бы разнообразие уже, то, что не хватает. Единственное, что меня смущает, что не падает мозаика ни одна. Где мозаика, блин? Опа. Бывает. Так уже, да, не просто. Не, ну там чем дальше, да, тем понятно, что будет сложнее. Бафы. Бэкшот. Хил, хил. хил кого эта тема? Мне кажется, сейчас у тебя лево полетит вверх сразу. Это убийство. О. Вот это на самом деле имбо. О, додж сработал. Ага. Вниз стреляй, надо мобу убить. Вопрос, если у тебя почти полная жизнь, куда тебе хиляться. Не, ну ты просто если просядешь, как бы у тебя аутов не будет уже, а тут хотя бы... Ты там прыгай наверх, там, где видишь всякие балкончики, может там где-то токены заныканы. Секретки? Игры, они же любят, да. О, вот замедленные выстрелы сработали. Ну это, кстати, имбовая, нет, тема? Тоже запоминайте перки, друзья. Какие имбовые? Опа. О, родился. Вопрос только, как их активировать, просто на рандоме они срабатывают. Нет, это да, это типа аура, я понимаю. Блин, это прикол, что ли? Матрешка. Запрыгай там где-нибудь наверх, в кусты, я не знаю. Так а зачем, если так? Хотя вроде, да, ты вроде проходишь этаж, тебя автоматически утался, да? Да, вроде, не знаю. Жизни больше стало. Да урона же нет. Мы как-то берем на сейф все. Правильно. Тише едешь, дальше будешь. Ну вообще да. Теперь можно чуть боди танчить. Самоотхил есть. Да тут не такой прям жесткий отхил. Просто надо как-то ускорить выстрелы, слишком долго между ними. Вот, +1, да. Или вот это. Не, вот это бери. Вот это? Да, сейчас будешь по 2 выстрела. Шотган будет двойной. О, не, просто собаки тоже раскладываются. О, видишь, он тут 2 раза как-то от чего-то он стреляет. Но не всегда, походу, да? Не, стреляют всегда. Блин, что-то я как-то натанчил слишком много. Ну так, по чуть-чуть отхиливаемся. Расслабился. Ну, вот не, ну когда такая пушка, сразу думаешь, все, изи. Ну 21 хп, что там, по чуть-чуть. Ну да, он почти отхилялся. Теперь вот уже нужны какие-то рикошеты, да, чтобы ты стрельнул куда-то. И оно потом летало и всех убивало, пока ты там будешь распрыгиваться. Я бы здесь уже сдох 5 раз, наверное. Ты опытный, да? Видно. Много часов. Скиллс, да, это на самом деле перед записью сидел, неделю играл, да? Чисто. Или это уже с самого утра пишем видос? Пытаемся перезаписать его. Пробивание брони брать в следующий раз, потому что что-то ощущение, что урона, да, не проходит. Ну, блин, тут, не знаю, тут топ. Пиршин как-то. Что, меня, кстати, бонусы больше не насыпают, не? Может быть, и, кстати, какие-то ограничения. Типа только 10 активных. Не знаю. Блин, что-то уже как-то... Тут трипл джамп нужен был, блин, чтобы сразу запрыгнуть. Да, без отхила, на самом деле, здесь был уже, мне кажется, рип был. Вроде немного хиляет, но все равно тут... Ну, она по чуть-чуть. По чуть-чуть, а нормально. 10 убил, плюс 200 хп вернул. Нормально. Ну да. А, не, есть перки. Вот джампер, армор ап. Армор ап. Аккумулятив шот. Это можно самому выбирать, что ли, цель? Не знаю. Бери, мне кажется, это какой-то накапливаемый выстрел. Ну давай хп, наверное. Крит, да какой хп? ХП надо, ну-ка что хп? Тут кажется много, как начнешь проседать, потом это хп улетит быстро. О.
Надо самонаводящийся какой-нибудь рикошет от стен. Да. Кстати, хилок-то, по сути, особо и нет. Ну да, топовая выполнить, походу, на отхил. Как всегда, вампирик, да, в любых играх. Ну да. Лайфстил, вампирик всегда решает. Это, можно сказать, не вампирик, это восстановление жизни после убийства. Так, 10 уровень. В смысле 10-й? 28-й? Не, 10 уровень меня, в смысле. У героя. Угу. Да, ну шмоток что-то не пахнет. Да-да-да. Хотят тебе инфити давать, да? О, вот это что за выстрелы? О, додж. Все собрал. Блин, уже тяжело уворачиваться. Да, тут, блин, я благо хилку еще успел взять. Не отъехал. Во, так, а вот, или вон. Во, силу надо брать, наверное. Не, смотри, скорость атаки. Или силу урона. Либо хоминг шотс тоже да прикольно. Нет, вот это брать. Толку силы. У тебя и так две подряд стреляет. Так нет, в смысле, сильнее будет еще. Это последний босс, походу. Чужой, уже что 2 ли? токена у тебя, смотри. 2 токена уже давно. Что-то последний босс какой-то, не? Вот 3 токена. GG вы play. Так, что тут написано? Я топ? Ты лучше, чем 26% других игроков. Всего 26? Что, типа все проходят, что ли? Наверное. Опа. Так все, дальше поехали. Нью перки, Да. короче, подкрывались. Вот, смотрите, второй этот открылся, да? Да. Второй остров. Какие-то таланты. Ну, у тебя энергия 45 и 45, смотри. Ну, я уровень, наверное, взял вот этот. Апгрейд. Короче, 4 токена, да? На фармере. Ну, в принципе, что, не знаю. В принципе, если так подумать, игра как бы готовая. Пока, конечно, по заработку тут сложно сказать. Еще, я думаю, на стрим можно будет подрубить эту игру. Напишите, друзья, если интересно, да, стрим по такой игре, потому что под видос слишком долго это все будет. Особо добавить нечего. Что думаешь, Петрух? Подписываемся, ставим лайки, залетаем, пробуем, кликаем. О, кстати, Глядишь, смотри. вот награды, да, пошли? Да, так, стамину лучше не Да. трати, кстати. Не, она идет в плюс, она энергии не будет. Ну вот, тут, смотрите, есть еще. Да, вот что открывается. Да, компания. Герой. Endless, бесконечная какая-то, видишь, штука есть. Мгм. Там вот сверху вкладка другая. Видимо, там докуда дойдешь. Да, вон, надо все миры зачистить, потом можешь там Мгм. бесконечные башни сидеть. Ясно. Да, подписываемся, ставим лайки, пишите комментарии, как вам такой жанр, и до новых встреч. Да, друзья, всем пока-пока.